Так, друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас небольшой обзорчик наших адаптеров для S-Tool. Выглядит он следующим образом. Пока что все подключено. Будет в исполнении с таким корпусом. Подключен для того, чтобы продемонстрировать его функционал. Корпус будет такого типа. Дальше будет закрываться на заклепочки на вот эти. Но это чуть-чуть позже. Сейчас все подключено. Разобран частично, чтобы вам показать, что это адаптер именно нашей сборки. Пациент для примера работы — это Kia Rio, панелька. Наша программа не наша, соответственно, S-Tool версия 1.64. Будем делать тест и покажу, как это все работает. Так, здесь мы нажимаем, тут все подключено уже, нажимаем прочитать, выбираем нужную панель, нужный процессор и подключаемся. Зависло, потому что уже успела прочитать наш пробег. Здесь я записал 100-500 для эксперимента. Вот. Если мы сейчас выберем не ту версию панели, нажмем прочитать, она его также прочитает, но панель просто подольше запустится, чтобы можно было увидеть пробег на ней. Вот видно 100-500. Тут будет долго вычитывать, но он тоже вычитает, но записать мы не сможем, если выбрали не тот тип панели. Так, ну, как видим, адаптер работает. Все, порт закрыт, панель потухла. Значит, теперь выбираем правильную версию панели. Это у нас Rio версия 2. Схема подключки у нас есть в программе. Так, закрываем подключение. И, соответственно, этой распиновки мы также подключаемся. Распиновку я сделал в адаптерах один в один, как в оригинале, чтобы не было никаких путаниц. То есть он внешне повторяет полностью функционал оригинального адаптера. Если посмотреть на оригинальный адаптер, он у нас выглядит вот таким вот образом. Тут небольшая у нас недоработка, я считаю, со стороны адаптера. Нету металлизации. То есть в нашем адаптере это все убрано. Так, ладно, подключаемся к сверной панелью и, допустим, забиваем нам нужный пробег. Давайте сделаем для проверки 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, тут многовато. Стираем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, оставляем. Нажимаем пересчитать. Можем не нажимать пересчитать, можем сразу записывать. Ну, допустим, пересчитали. Все, у нас показал область, где пересчет будет. Теперь нажимаем запись. Не попал. Нажимаем запись. Все, программа начала отрабатывать. Включает реле, панель зажигает. И видим новый пробег. 1, 2, 3, 4, 5, 6. После завершения тушит панель и все отрабатывает. Так, ну примерно вот такой вот тестик. Можем вернуть другой пробег. Включает панель для запуска, для проверки отображения километража. Все, это я повторно нажал запись, поэтому он так отработал. Все, как видим, порт закрыт, значит, все записано. Ну, можем записать новый пробег. Так, 80 500. Возвращаем в панели родной пробег. Панель это донорская, поэтому можем делать что угодно. И нажимаем без пересчета, можем нажать записать. Он ее автоматом пересчитает и запишет. Реле отработало, зажигает панель, начинает запись.
80 500, как видим, есть. В чем преимущество данного программного комплекса, вот S-Tool, в том, что нам не требуется выпаивать отсюда микросхему. Если взять тот же самый iProg, китайский или Автопрок, который ребята перебирают, Михаил, вот, там с этой панелью по этому методу не сработает. То есть нам придется физически разобрать ее, выдернуть стрелки, добраться до EEPROM-ки. EEPROM-ка там малюсенькая, выпаять, пересчитать через калькулятор, ну, либо через скрипт iProg и записать. Соответственно, ну, много действий. Здесь мы можем использовать либо погопины, которые продаются у китайцев, либо можно самостоятельно их изготовить. То есть на базе эти пиночки идут и затыкаются вот в эту панель по подключению. Вот здесь мы можем это увидеть. То есть мы эти распиновку просто касаемся иголками, вставляем, и ничего паять не нужно. Ну, просто она у меня как экспериментальная, поэтому я и подпаиваю. Вот. Но можно не подпаять, просто коснуться пинов, записать нам нужный пробег и пересчитать. Также мы можем через программу вот здесь увидеть тест Денза и тест реле. Вот. Для этого нам нужно просто отключить панель, ну и проверить вот этим вот этой менюшкой тест отработки реле. Как бы это все отрабатывает, потому что панель все считывает. То есть на данном этапе выглядит это вот таким вот образом. Значит, что мы сейчас сделаем? Попробуем подключить мои адаптеры, которые под MD флешер идут. Выглядит таким образом. Корпус я решил делать не закрытый, а открытый. Во-первых, видна вся красота. Во-вторых, подключение удобное. С стулом, в принципе, та же самая история. Отключаем. Сейчас вам продемонстрирую. Он еще в процессе. Вот. Сейчас перепиновываем сразу провода, чтобы можно было проверить, будет ли работать с MD флешером S-Tool. Переподключение делаем сюда. Здесь точно такая же распиновка, чтобы не было путаницы. Все один в один. Все. Таким образом, подключение S-Tool и MD флешера одинаковое. По поводу корпусочков, выглядит пока что вот таким вот образом. Эта версия у меня будет с закрытым корпусом. Первая ревизия плат у меня немножко отличается от второй. Вторая будет ревизия прям в корпусе. Почему вытаскиваю? Чтобы можно было закрыть корпус. Вторая ревизия плат, у меня вот эти компоненты чуть-чуть смещены, чтобы корпус мог четко закрываться. Потому что в первой ревизии вот этот вот, скажем так, переходная планка упирается на диод. Ну вот, чтобы не переделывать все это дело, было разработано, что будет со смещением плат. Все платы второй ревизии у меня со смещением. Показываю просто для того, чтобы вот эту платку можно было закрыть. То есть следующим образом будет выглядеть корпус. Вот такой вот бутерброд. Такие вот пиночки, которые закрывают этот корпус и его фиксируют. Все будет выглядеть это следующим образом. Для любителей, кому это не нужно, есть версия с открытым корпусом, с частично открытым. Вот такая вот пластина, ну, по принципу, как на платах под MD флешер, то есть открытого типа. Также сюда вставляет плату и все. Ну и еще есть вариант, что вот этот вот тоже у нас разъем будет закрытого плана. То есть вставляем сюда, это вставляем сюда. Но не вижу смысла особо никакого. То есть вот в открытом виде, в принципе, достойно работает. Так, давайте попробуем проэкспериментировать с MD флешером. Будет ли он читать и работать со стулом. Так, подключаем по тому же принципу. RX-TX, питание и тест на адаптере. Также отработал реле. Здесь вот делаем обновление. На 22-й компорт он включился. Можем сделать тест реле и тест Денза. Давайте сделаем тест Денза. Отключим при этом панель
отключим массу. Окей. Как видите, ошибка по эмбусу. Ничего не произошло. Тест по реле. Тоже ничего не произошло. Компорт 23. Тест. То есть, как видим, что с адаптером от MD Flasher программа не работает. Чтобы в этом убедиться, можем зайти в диспетчер задач. Точнее, устройств. Посмотрим, на каком компорту у нас висит адаптер. У нас тут 22 и 23. Ввиду того, что у MD Flasher у нас построено на другом чипе FTDI, можно выбрать второй и 22 и 23 компорт. То есть, как бы он работает на двух. Ну, допустим, выбрали 22, делаем тест реле. Не работает. Выбираем 23, тест реле. Слышим, что реле отработало, то есть на 23 компорту он висит. Нажимаем тест денса адаптера. Окей. Успешно, успешно, реле отработало. FTDI чип успешно и порт закрыт. Что говорит о том, что MD Flasher также будет работать. Давайте проэкспериментируем теперь с записью панели. Погнали. Выбрана та же самая панель. Пробуем прочитать ее через адаптер MD Flasher. Нажимаем прочитать. Так. Порт отрабатывает. Слышим, что все четко срабатывает. Пробег вычитался. Есть, видим, пробег вычитался. И, соответственно, мы его можем им же и записать. Давайте это попробуем. Выбираем 2580, к примеру. Отлично. И нажимаем пересчитать и записать. Смотрим, что у нас произойдет. Еще раз повторяюсь, адаптер уже от MD Flasher. Ну, точнее, для MD Flasher. Смотрим, что у нас будет. Как видим, успешно. Включаем панель. Порт закрыт. Контрольная сумма ок. И смотрим включение панели. Панель не запускается. Нажимаем прочитать. Видимо, он уже все отработал, и мы уже не увидим запуска. Соответственно, можем слово нажать прочитать. При этом она должна отработать и включиться с новым пробегом. Так, извиняюсь, я что не сделал. Так, питание все включено, все хорошо. Так, ну мы видим, что пробег он записал 2580, и старый, и новый. Также выберем другой тип панели, чтобы у нас панель просто подольше засветилась, чтобы мы ее могли идентифицировать, что у нас пробег на панели засветился. Пишет pin error. Проверяем контактики. Точности нас интересует плюс и минус. Все, тут у нас все подключено. Еще раз нажимаем прочитать. Порт закрыть, ничего не выдается вычитать. Выбираем правильный тип панели. Еще раз прочитать.
выдает у нас верный пробег, но панель при этом у нас не запускается. Принудительно можем ее сейчас включить. Вот таким вот образом. И панель не зажглась. Как видим, плюс-минус подан, не зажглась. Почему она может не зажечься? Потому что у нас подключены остальные провода. Давайте это отключим дело. В частности, нас интересуют вот эти два контакта. Запускаем панель. И видим, что пробег у нас поменялся без проблем. Так, возвращаем эти два контакта. Возвращаем на место наш плюс на зажигание. И поменяем вот эту перемычку, которая у нас идет на M-бус. Отключаем ее и вот сюда включаем. Попробуем повторить процедуру. Нажимаем прочитать. Отрабатывает. Так, у нас не подано питание, извиняюсь, нажимаем прочитать. Есть, чтение пошло, панель у нас вычиталась. Как видим, адаптер работает, в принципе, да, но с небольшими но. То есть у нас не зажигает панель. Построена так, что она, видимо, отрабатывает релешка более ранним периодом, и у нас не успевает зажечь панель. Давайте вернем стуловский адаптер и посмотрим, что он у нас выдает. Отключаем питание и переподключаем все это дело. Как говорил ранее, чтобы не было путаницы, все порты у нас повторяются. Есть. Есть. Здесь есть. Подаем питание. И возвращаемся к программе. Нажимаем прочитать. Порт у нас, кстати, не выбран верный. Наверное, не увидит. Ага. Обновляем порты. 21 порт. Читаем. И как видим, с S-Tool у нас программа успевает запустить панель, отщелкивает реле, то есть более длительная пауза по реле. И при этом мы видим полностью запускающаяся панель. Какой вывод у нас? То есть, в принципе, MD-флешерный адаптер будет работать с программой S-Tool, но не полностью корректно. Поэтому для этой программы лучше использовать S-Tool'овский адаптер. Во-первых, он и дешевле, и как бы, если у вас эта программа, то с ним проще работать. Вот. Но если у вас как бы есть и MD-флешер, и S-Tool, и нету адаптера под S-Tool, то в принципе MD-флешерный справляется со всеми своими задачами. Давайте сюда впишем сейчас родной пробег, который у нас был в панели, 80 тысяч с копейками. И на этом закончим наш обзор. 80 500. Записать. Ну и смотрим, как работает еще раз S-Tool'овская программа. Точнее, S-Tool'овский адаптер. То есть он успевает запустить панель, мы успеваем посмотреть пробег, она успевает это все отработать, реле еще не отщелкнуло, панель засветилась, мы увидели, что мы все правильно сделали, все отработало, и программа высвечивает, что все готово, порт закрыт. При этом, если мы нажимаем прочитать, в некоторых условиях он не успевает долго зажигать панель, и, соответственно, мы не успеваем увидеть заставку с пробегом. Читаем панель.
Не успевает. Реле отработало раньше, но при этом пробег в программу уже вычитался. Все, на этом, в принципе, итоги и подводим. Адаптер AMD флешера с стулом работает, наоборот, не работает. AMD флешер с стулом не работает. В принципе, пока что так. Такие вот адаптеры с таким корпусом. По ценовой политике пока что вот это в районе 3,5 рублей. Адаптеры под AMD флешер в районе 7 рублей, потому что здесь более сложная компонентная база, более дорогой процессор. Здесь используется оригинальный FTDI, по-другому никак. Вся база здесь собрана на запчастях от чипа дипа, то есть здесь и танталовые конденсаторы, вот, релешки чип-дип дорогие, само производство плат и так далее, сборка, ручная работа. В целом так, ну как бы по качеству ничем от оригинала не отличим. От оригинала я даже могу сказать, есть некие плюсы. Танталовые конденсаторы, более удобное расположение вот этих вот компонентов, но они не более удобное расположение, просто по цветовой маркировке, наверное, отличаются. Вот. По сути, это просто полная копия AMD флешера, AMD флешера с другим расположением компонентов, наверное, на плате, не более чем. То есть он работать будет с AMD флешером одинаково. По адаптеру S-Tool та же самая история. В доработку что я сделал? Платы. Это версия вторая уже. Нет, да, это версия вторая 1.1. Версия 1.1. Чем она отличается от предыдущей версии? То, что я сместил вот эти компоненты, ну, точнее, вот эту плату влево, чтобы я мог размещать вот эту платку с драйвером немножко левее. И, соответственно, корпус у меня будет четко все закрываться. Вот. По AMD флешеру тут, в принципе, версия 1.1 отличается тем, что я сюда разместил ссылку на телеграм-канал, где вы можете написать, спросить, поинтересоваться чем-то, либо просто купить адаптеры под комбик, галета, Колайн. То есть это у нас адаптер, который вот этот, который умеет работать с галетой под переключением номер 2, со всеми программами, которые работают по Колайну. И вот этот переключатель однерочка переключает в режим программирования вазовские блоки. Работает так же, как с универсальным адаптером от комбика, то есть вот с этими проводочками. И также его можно использовать уже непосредственно вот с этим адаптером, как включалку вот этого провода. То есть при подключении того адаптера вот сюда, у нас на всех вот этих пинах автоматически появляются нужные напряжения. То есть, что значит, на красном у нас появляется плюс, на желтом зажигание и на зеленом программирование. То есть с помощью вот этого адаптера мы можем использовать тот адаптер как универсальный провод. Так, ну, в принципе, как-то так. По этой платке, да, не досказал. Сейчас покажу, я ж для чего ее и достал. Так, чем она отличается от оригинального стула, который вы можете видеть во всех магазинах? Значит, это оригинальный стуловский. И покажу свою плату. Значит, тут у нас все, здесь у нас полностью все в металлизации. Добавлен логотип на телеграм-канал. Плата немножко увеличена в размере. Для чего это сделано? Для того, чтобы вот эта плата была за подлицо. То есть вот так она выглядит. В этом адаптере у нас выглядит это вот так. То есть это в оригинале куска не хватает. Ну и соответственно под него корпус грамотно не собрать. Вот.
Была одна мысль, когда делали вот такой вот крышечкой. То есть мы сюда затыкиваем эту оригинальную плату, защелкиваем все, и как бы нижняя плата вот такая. Ну, в целом это должно было выглядеть следующим образом. Это сюда, вот это сюда, и на ней вот эта вот крышечка. Вот так вот. Вот. Ну, короче, так, все это поделки, и, думаю, по сути, ненужные вещи. Ну, как бы, почему бы и нет, не закрыть корпусами, почему все это должно в открытом виде быть, по сути, тоже не понимаю. Но по использованию, что я для себя вывел, пока место вот эксплуатировал все эти дела, что достаточно, в принципе, для работы нам вот этой вот нижней части корпуса. Вот это все дело запускаем сюда. Все, и вот так вот работаем. Никаких замыканий каких-то там не возникает. То есть можно, в принципе, и полностью закрытый корпус с переходной рамкой сделать. В принципе, что она у меня уже разработана, поэтому, наверное, они будут все-таки вот в этом варианте выпускаться. То есть закрываем, и вот так вот у нас закрытый корпус получается. Вот. Но ввиду того, что нам надо всякие пиночки вставлять, да, пальцами мы можем упираться вот в эту вот историю. Соответственно, может быть неудобно. А когда открыто, то есть у нас есть полный доступ. Можно, конечно, уйти вот от этих вот историй с боковинками, что, в принципе, наверное, будет логично. И при этом будет больше доступа, чтобы заткнуть пины. Скорее всего, так и сделаем. То есть вот эту часть корпуса я сделаю без вот этих углов. И на этом будет вот такая вот переходная планка, то есть тоже прямая. Тут закрыто, и тут как бы он есть даже надпись S-Tool Dance. Вот. Хотя надо написать S-Tool Room по логике вещей, чтобы был узнаваемый программатор. Так, по сути, все слизано с оригинала, все функционально работает. Зачем это сделалось и почему это делалось? Однажды когда-то была тема, так, это убираем, что Denso адаптер приобрести было практически нереально у MD флешера. И потом появились ребята, которые сами стали собирать, тоже продают его там на просторах форумов и так далее. Вот, и поскольку было интересно все это дело собрать самому, ну и чуть-чуть уйти в тематику вот этих сборки плат, все это дело я разработал и перепихнул все в программу для 3D моделирования печатных плат. В общем, решил собрать свою, не покупать чью-то, а собрать свою, потому что мне как бы так было, скажем, просто интереснее. Вот, соответственно, появились такие платки. А так как у меня уже все это разработано, и собрать мне их, в принципе, несложно, вот, решил я их и пустить как бы в более-менее малосерийное производство. Малосерийное почему? Потому что я их собираю сам. На один адаптер уходит по времени, ну, не знаю, с 9 там, до часу дня. То есть полдня уходит на сборку одного адаптера, если качественно собирать. Вот, если тяп-ляп можно заказать у китайцев, и они прям нашлепают кучу таких адаптеров, и у них, конечно, цена уменьшится, но при этом качество ухудшится. Почему? Потому что они будут ставить самые дешевые компоненты, тантал, естественно, они ставить не будут, но если ставить, то, соответственно, цена будет большая. Если избавляться от оригинального чипа, что считаю не самым лучшим образом отразиться на чтении, а так как у нас MD Flasher вообще работает и с процессорами серьезными, то лучше, конечно, оригинал. С S-Tool, кстати, та же самая история, без проблем можно адаптер собрать на оригинальном чипе, то есть он поставляется с китайским чипом, FTDI-кой, так как вот эти платы у китайцев продаются, и мы их просто собираем вот эту плату, под нее подгоняем вот эту обвязку с релешкой, и вот эти чипы вот так вот защелкиваются. Соответственно, вот этот чип у китайцев китайский отдельно идет. При этом он работает полностью функционально с S-Tool без каких-либо проблем. То есть S-Tool не делал ограничений на эту тему.
за что ему большое спасибо. По поводу самого чипа, в принципе, он работает адекватно, но вы также его можете заменить на оригинальный чип. Или изначально покупать вот этот адаптер с оригинальным чипом. Я их также продаю с оригинальным чипом, но тогда плата вырастает на 1000 рублей. Вот эти адаптеры, которые я собирал под Калайновский, здесь только оригинальный чип, потому что для того, чтобы он работал в программе Галета, он должен быть перезаписываемый. То есть в него записывается определенный серийный номер, чтобы он мог работать с Галета. Иначе не работает. То есть на китайском чипе он не будет работать. Ну и плюс при чтении блока я проверял на китайском поддельном чипе Fetodai. Скорость порта маленькая, то есть читается очень долго. С таким адаптером читается где-то в 2 раза побыстрее, что для блоков является существенным плюсом. Так, ну по сути на этом все. И так затянул с роликом, хотя хотел показать просто работу самого адаптера S-Tool. Так, на этом все. Думаю, все, что хотел, сказал. Более частые ролики не обещаю, потому что по работе, связанная с автотематикой, немножко неудобно. Клиенты всегда ноют, что кто-то что-то, какие-то там записи ведут. То есть это не с телефонами. С телефонами я на столе все собрал, показал. Если интересно, если есть время свободное, записал и так далее. В тематике какого? Автомобильный особо это не удается. Так, ну на этом все. Всем удачи в работе, всем пока. Увидимся.